Итак, с Манси мы разобрались, двигаемся дальше. Продолжаем анализировать, кто мог быть теми самыми чужими, которым по каким-то причинам стали поперек дороги советские туристы. Версий много, фантазий еще больше. На эту тему интернет уже давно превратился в музей противоречивых кульбитов, от внезапных диверсантов до шаманов-мстителей. Все варианты мы рассматривать, конечно, не будем, смысла нет. Выберем только те, которые обсуждают чаще всего, которые всплывают снова и снова. Мы проверим их на прочность, чтобы понять простую вещь. Кто в 1959 мог оказаться в той глуши, в такую холодину? Канал Ірини Коновець-Поплавської. Одна из популярных гипотез – дятловцев зачистили военные за то, что они стали невольными свидетелями каких-то секретных испытаний или операций. За это на них наслали целый эскадрон смерти. Эта гипотеза красиво звучит для кино, но когда начинаешь всматриваться, то деталей не хватает, логика хромает. Если мы говорим «зачистка», значит должно быть какое-то событие, которое нужно скрыть, а также свидетели, которых нужно ликвидировать до того, как они об этом секрете кому-то донесли. И уровень угрозы должен быть таким, что пришлось бы подключать силовой ресурс из-за границ Свердловской области. Хорошо. Допустим, дятловцы еще живыми стали свидетелями чего-то секретного. Чего? Они видели, как ракета над ними пролетела и упала. Ну и что? Мало ли ракет тогда падало. Секретная передвижная военная биолаборатория по созданию боевых гусей, полигон НЛО, где военные прикрывали контакт с пришельцами. Они наткнулись на секретное строительство ракетной шахты. Элитный отряд КГБ тренировался убивать врагов государства, а туристы случайно увидели эти тренинги. Все эти версии объединяет одна черта. Их придумали люди, никогда не бывшие на Северном Урале и не представляющие, что такое логистика, структура армии или реалии 1959 года. А там ничего такого не могло быть, чтобы на дятловцев насылали эскадрон смерти. Опять же, они студенты, туристы, пусть некоторые из них и работали на секретных предприятиях, но кем они там работали? Они что, знали какие-то государственные тайны? И в этом ключевой момент. Чтобы стать живой мишенью, нужно быть реальной проблемой. С риском утечки информации, с угрозой, что человек не просто что-то увидел, а и намеревается донести это кому-то, кто действительно опасен для государства. Армия не занимается тем, что бросает солдат в Уральские горы ради группы туристов, которые никому не мешают. Спецслужбы не готовят зачистки от скуки и не устраивают ликвидации по причине «а вдруг они что-то там услышали или увидели». Так не работает государственная машина. Спецслужбы начинают действовать только тогда, когда кто-то там реально мешает операции, владеет секретами, которых знать не должен. И главное, когда есть риск, что этот человек в действительности расскажет то, что увидел, не собутыльнику в общаге, а настоящим иностранным разведкам, тем же американцам, британцам или какому угодно тогдашнему противнику. И речь идет не о каких-то там слухах или байках, которые пересказывают у костра, а о конкретных документах, схемах, чертежах, координатах, доказательствах, чего-то такого, что имеет стратегическую ценность. А теперь зададим честный вопрос. Что у дятловцев было такого, что могло бы хоть теоретически представлять интерес для внешней разведки? Ответ очевиден. Ничего. И другая разновидность этой же версии про заблудившуюся ракету, которая вообще не выдерживает критики. Если группа погибла или задохнулась от контакта с военными испытаниями, то тем более мертвые туристы не представляют угрозы. Мертвый свидетель ничего не расскажет, не опубликует и не донесет. И тут возникает еще один вопрос. А были ли в 1959-м такие эскадроны смерти вообще? Не художественный образ, а реальная оперативная структура. Документов по этому поводу 0, свидетельств 0. Но главный удар по таким эскадронам даже не в этом.
Если бы это была зачистка послевоенного эксперимента, не нашли бы ни палатку, ни следов, ни тел, ни фотопленок. Потому что зачистку производят максимально тихо, максимально чисто, без шума и пыли. После настоящей зачистки не было бы ни скандала, ни поисковиков, ни расследования. Даже самой истории о дятловцах не было бы. Просто пропали и точка. Провалились сквозь землю вместе с палаткой. И советская власть умела работать тихо, если хотела. Но опять же, ради 9 студентов устраивать масштабную операцию, перегонять воинские части, тянуть ресурсы через всю область, посылать вертолеты. Нет, студенты не та величина, из-за которой запускают такой маховик. Эта версия слишком дорогая, слишком сложная, слишком пафосная, а значит не наша. Мы придерживаемся простого принципа. Если объяснение требует целой армии, было ли на что ее поднимать? Ответ опять-таки не порадует любителей сенсаций, но помогает нам двигаться дальше. Следующие кандидаты в чужие – беглые зэки. Здесь вопрос простой. Как они вообще доковыляли до Уральского хребта? Во-первых, чтобы выбраться живыми из лесного района зимой, нужно не просто убежать, а незаметно и быстро. А путь на запад к Уральскому хребту – это самоубийство. Холод, ветер, снег по колено, 60 километров без еды, без соответствующей обуви, без ориентиров. Зэки обычно бегут к людям, к жилью, к теплу, а не в холодные горы. Во-вторых, манси. Их юрты, стойбища и охотничьи тропы – первое, куда попадет любой, кто отклонится от маршрута. И как вы поняли в предыдущей части, манси не просто так ходили по тайге. Они контролировали территорию, знали людей, знали маршруты, и чужак там как на ладони. Вспомним еще раз слова Каратаева. За пойманного беглого зэка манси получали мешок муки и 3 пачки патронов. Это не идеология, это простая экономика. Беглый зэк в тех краях был товаром и очень выгодным. В-третьих, поведение самих зэков. Ну, увидели они палатку на горе, зашли бы в нее. Вечер в хату, пацаны, мы тут у вас погреемся. И что тут у вас? Спирт, корейка, фуфайки. Мы, конечно, тут кое-что у вас конфискуем, и вы нас не видели. Благодарствуем, адью. Беглым уж точно не надо было встревать в криминальные истории. Они бы забрали одежду, обувь, куртки, валенки, рукавицы, потому что в первую очередь им нужно переодеться, чтобы не бросаться в глаза местному населению. Это первое, что делает беглец – маскируется. Прокурор Окишев подчеркнул этот момент очень отчетливо. Если бы это были зэки, они бы раздели всех, в первую очередь ради одежды. Да и побегов на те даты не зафиксировано. И, наконец, могли ли быть чужими бывшие заключенные спецпоселенцы? Те жили на своих точках, работали в лесу, числились как бы на свободе, но на самом деле это была та же ссылка с постоянным наблюдением. Никаких свободных передвижений, никаких гуляю где хочу, все под надзором. Я вас тогда пожалела и не стала этот момент расписывать подробно, чтобы вы дослушали ту душевную песню про Саяны под рассказ шумковца Владимирова. Помните, мы зачитывали, как их начальник утром забрал и отвез их в Вижай, а остальных на лесовоз определил. Но там история была куда мутнее. Владимиров, кстати, утверждал, что это произошло на Втором Северном, потому что они вышли на этот поселок именно когда шли по Лозве. И по дороге в Вижай начальник тут признался, что он уезжает навсегда с этих мест, а не по служебным делам, потому что его в карты проиграли, предыдущего начальника тоже проиграли, а потом зарезали ножичком, а этого кто-то предупредил. И разговорились, когда отъехали, разговорились с ними на привале, так он говорит. Вы, говорит, попали в такое гнездо. Как-то все хорошо обошлось, говорит. Они, говорит, начальника проиграли в карты. И, значит, зарезали. И меня, говорит, проиграли. И мне подсказал кто-то из них, что ты тоже проигран. Я, говорит, поехал под видом по делам в Ивдель бумагам. На самом деле я оттуда насовсем. Раз проигран, так что-то самое. Так вот, могли ли шулеры на поселении проиграть сразу 9 туристов? Сомнительно. Во-первых, зэки, даже те, которые перешли на спецпоселение, это люди, которые все делают из-под тишка.
шито-крыто, чтобы никто не заметил. Да, они могли тайком устранить собственного начальника, тут близко, слишком неудобный, цель понятная. Но туристы, аж 9, это огромнейший скандал, который дойдет не только до Ивделя, но и до самой области и дальше. Спецпоселенцы в здравом уме так рисковать не будут. Они хорошо знали, чем заканчиваются вылазки против советских граждан. Во-вторых, мы по-прежнему отсекаем все версии, где нужно идти далеко зимой по морозу. Спецпоселенцы – это не лыжная секция. У них вряд ли были снаряжение, рюкзаки и теплая одежда. Чтобы подняться на Халатчахаль, нужно было не просто желание, а подготовка, опыт и экипировка, которых у них, естественно, не было. Ну и в-третьих, зачем им это? Даже самый отчаянный спецпоселенец не потащится на ночь глядя на гору ради чего? Ради корейки, медяков из рюкзака или даже 350 рублей, что нашли у Слободина. Тем более он знает, убьешь туристов, приедет конвойная часть 6602, начнутся обыски, зачистки, опросы, и вся зона будет стоять на ушах. Поэтому версия, что чужими были спецпоселенцы, тоже не катит. Короче, уже понятна логика наших размышлений о том, кто не мог быть чужими. Дальше продолжать – это только повторяться. Поэтому на время чужих оставляем и возвращаемся к дятловцам, которые обустраивают свой ночлег на горе Халатчахаль. Мы соглашаемся с исследователями, которые считают, что ребята начали ставить палатку где-то примерно в 15:00, 2 часа до темноты. Готовят они под нее место в тумане, в облаке. И, наконец, пришло время вглядеться в эти 2 последние фотографии. И до нас еще 8 лет назад в них всмотрелся исследователь Игорь Титов, который насчитал ровно 18 лыж и 4 дятловцев. И он определил, что слева стоит Кривонищенко, его легко распознать по модному лыжному костюму. Спиной Дорошенко, он закрывает маленькую Зину в своей черной фуфайке, а за ней сам Дятлов, судя по воротничку его куртки. Фотографировал Слободин. Очень логично, придраться не к чему. И как правильно утверждает Титов, даже если кто-то думает, что дятловцы планировали холодную ночевку, в чем лично я очень сомневаюсь, но это ничего не меняет, то без костра они точно бы не обошлись, и дрова им нужны были, чтобы вскипятить на них воду, чтобы напиться горячего какао, которое они с собой носили, и вечером, и тем более утром. Без этого никак. Все туристы знают, что горячий кофе, чай, даже в летнем походе – это святое. Да и печку они не оставили в лабазе, а значит решили пока обойтись без холодной ночевки. И даже сухой чурбачок принесли снизу на розжиг. «Где же остальные?» – спрашивает Титов. Правильно, они пошли вниз в лес по дрова. По этому поводу Бартоломей и Якименко тоже говорили, что у печки дятловской была сложная конструкция. Сырые бруски обычно заготовлялись и скреплялись на месте. А Гудков в интервью Пискаревой аналогично сказал: насколько я понимаю, они не так уж далеко ушли от края леса и вполне могли решить, что за дровами можно будет послать пару наиболее сильных ребят. То есть это была обычная процедура – заготавливать дрова на месте стоянки. И если кто-то еще в этом сомневается, то послушайте Зиновьева, который точно знал туристские правила. Так, то есть не будем возвращаться, но пойдем вот с таким способом ночевок. И у нас было четко уже организовано каждый день. Мы с утра шли, так сказать, весь день. Потом останавливались на ночлег немножко раньше, на час. Вот. Организовывали вот эту ночевку. Да, у нас 2 команды. Вот одна готовила место под палатку, а другая под шатер. Не под шатер, под палатку, да. А другая под костер. Дрова, Да, даже при таком морозе. Там же тайга хорошая такая, хвойная. Угу. Всегда То есть тепло. Распалить побольше, согреться в куче, сбить. То, что хотел сказать Зиновьев, выглядит так. У нас было четко организовано каждый день
Мы с утра шли весь день, потом останавливались на ночь. Так, немножко раньше на час организовывали эту ночевку. Да, у нас 2 команды. Одна готовила место под палатку, а другая под костер дрова. Таким образом, у нас есть 3-й железобетонный факт. Эти 4, тепло одетые, Золотарев, Дубинина, Тибо и Колеватов, пошли вниз в лес за дровами. И чуть-чуть спустились, вышли из облака, а там уже прекрасная видимость и легкий сухой снег. Далее у нас на рассмотрении такой вопрос. А почему пошли за дровами именно эти 4? И я уже начала было опять включать психолога. Тибо сдружился с Золотаревым, Дубинина, потому что одна девочка тут, другая там, Колеватов рандомно. Или, может, они с Людой сблизились, но все оказалось еще проще. Вдруг я вспомнила черные стеганые бурки Золотарева. Дятловцы же к лыжам прикрепляли ботинки, а на привале переобувались в валенки. То есть у них была ходовая обувь и стояночная. У Тибо были серые валенки новые, у Дубининой валенки черные новые, а студент УПИ Багаутдинов получил в секции валенки, которые отдал Колеватову в поход. И вот еще один дотошный исследователь этим моментом озаботился и сделал по материалам дела такую табличку, из которой мы видим, что стояночную обувь на горе 1079 имели только 5: Дубинина, Колеватов, Тибо, Слободин и Золотарев. И 4 из этого списка пошли в лес за дровами и там напоролись на чужих. Напоролись – ключевое слово. А теперь дошла очередь до того, чтобы предположить с наибольшей вероятностью, кто были эти чужие. Скорее всего, они там действительно охотились, как думал Тиунов. Больше там делать нечего. Ранее Титов считал, что этими охотниками были служивые люди, как он выразился. И скорее всего так и было. Более точно, кто-то из сотрудников МВД, которые управляли Ивдельским ИТЛ или воинской частью 6602. И теперь присмотримся более пристально к этой местной элите, которая держала Ивдельский район. Райком партии возглавлял 53-летний Проданов Иван Степанович. Родился в Саратовской области, член ВКПБ с 23 лет. С 38 по 42 техрук, начальник производственной частью различных подразделений Сев-Урал-Лага НКВД и Вост-Урал-Лага НКВД. А с 1942 пошел работать по линии ВКПБ. Жена Мария Ермолаевна, 8 детей. В общем, человек системы до мозга костей. Ивдельский ИТЛ – это бывший Ивдель-Лаг. Кстати, там в свое время отбывали срок 2 героя моего канала, повстанцы с отряда атамана Галаки. Антон Коновец умер в Ивдель-Лаге в 1942, а его друг Дмитрий Мороз 1938 пару лет там сидел, пока его не перевели в другое место. Управление лагеря находилось в Ивделе. С 1956-го Ивдельский ИТЛ перешел в ведение МВД, а с 5 февраля 1958-го в главспецлес МВД РСФСР. И кто же был хозяином Ивдельского ИТЛ? А вот кто. Начальник управления почтового ящика 240 Виталий Алексеевич Иванов. Где родился, возраст до сих пор неизвестно. Но карьера его началась тоже с лагерей НКВД. В 1951 он в звании старший лейтенант был начальником Тагил-Лага. В 1956 его перевели в начальники Ивдель-Лага, где он быстро дорос до подполковника воинской службы. Страшно представить, за какие такие заслуги его карьера продвигалась так головокружительно. Жена Валентина Ивановна, вот такая ухоженная дамочка. Это они вдвоем на фото с каким-то дядькой. Валентина Ивановна – врач ЦБУ. Наверное, это Центральное больничное управление. И у него заместителем замначальника управления почтовый ящик Н-240 Василий Иванович Василец. Этот нашелся среди участников войны, уроженец Гомельской области. В 1959-м ему было 36 лет.
Здесь пишут, что в 1944-м его комиссовали, и, восстановившись после длительного лечения, он устроился на работу в милицию. В 1953-м окончил Свердловский юридический институт, служил в системе МВД СССР, уйдя в запас, вернулся в Гомель. Ему, как 95-летнему ветерану, вручали почетный знак за уклад у развития Галинового профсоюза. А дятловеды ракетой пронеслись мимо такого важного свидетеля, а может даже и фигуранта. И Иванова они не искали. Вот кем надо было заниматься. Но куда веселее в носках по горам бегать и из каждой опечатки раздувать сенсацию. А Василец вот залег на дно и прикалывался, наблюдая за всем этим цирком. Есть целая статья о нем, исключительно как об участнике Второй мировой. Другой жизни у него не было. Журналисту, видно, строго-настрого запретили задавать лишние вопросы, а особенно о доблестной службе ветерана на посту замначальника управления почтового ящика Н-240, как раз тот самый момент, когда там погибла группа Дятлова. И следующая структура – воинская часть 6602. Состояла она из срочников вооруженной лагерной охраны. Среди них известный сержант Хамза Синюкаев, который участвовал в поисках. Синюкаев так и говорил, что его отряд и был теми самыми карательными органами. Подавляли бунты, искали беглых. Называлась воинская часть 6602 Ивдельская конвойная бригада. Главной боевой задачей, над выполнением которой работал личный состав части, обеспечение охраны и конвоирование осужденных исправительных колоний. Кроме того, на командование части и батальонов возлагался контроль за оборудованием всех охраняемых объектов и систем охраны. И если почтовый ящик Н-240 управлял ивдельскими исправительно-трудовыми учреждениями МВД, то воинская часть 6602 – это внутренние войска, тоже МВД, но Иванову они не подчинялись. Начальником 32-го отдела конвойной охраны Ивдельского ИТЛ был 48-летний полковник Бусыгин Яков Антонович. На фронте с мая 42-го, как политрук, агитатор, ИО замкомандира полка по политической части. Это только самая верхушка. Ивделилаг состоял из нескольких отделений, включавших множество лагерных пунктов, а также опорные лагерные точки. В этих всех структурах куча всяких там надзирателей, начальников отделений, начальников лагпунктов. И теперь посмотрим, как Тиунов, который сам путешествовал в тех местах в 1973-м, как он описывает царившую там атмосферу. А вы будете слушать и понимать, что это было через 14 лет после описываемых нами событий. А это значит, что в 1959-м все было гораздо хуже. Я не зря так много внимания уделяю бэкграунду Ивдельского района. Я эту линию веду с первой серии, потому что практически все дятловеды этот момент пропускают. Они строят свои версии так, как будто бы трагедия произошла на территории детской площадки в центре Екатеринбурга. А на самом деле территория, где все это произошло, это и есть ключ к разгадке. Это первое, на что надо было обращать внимание. Цитируем Тиунова. 1973 год. Не успели мы появиться в Тохте, как нам почти мгновенно выделили машину для заброски поближе к горам. Правда, делалось это вовсе не от большой любви к приезжим туристам, а ради собственного спокойствия здешнего начальства. Все-таки присутствие рядом с подопечными зэками каких-то совершенно посторонних вольных туристов, среди которых к тому же было и несколько молодых симпатичных девушек, вносило в местную атмосферу привычного полутюремного быта элемент заметной нервозности. Мы с радостью загрузились в бортовой ЗИЛ, а двух девушек посадили в теплую кабину к весьма разговорчивому водителю зэку, который был нам за это бесконечно благодарен. Именно так, во время недолгой поездки к горам, вдоль реки Вижай между водителем и нашими девчатами состоялся исключительно любопытный диалог. «Ну что же вас гонит сюда, в эти проклятущие места? Так ведь мы же не просто так, мы в лыжный поход идем, мы всегда так отдыхаем. Какой тут еще может быть отдых? Нас вот здесь насильно держат, перевоспитывают ударным честным трудом. А вы-то все сюда сами добровольно едете. Не понимаю, хоть убей. Ну как же? Ведь интересно посмотреть на новые места, познакомиться с новыми людьми.
С какими еще людьми? Здесь же людей-то ведь никаких нет. Как это нет? А вот так. Здесь же можно встретить только ЗК и ЧК. Конец цитаты. Вот такая живописная зарисовка. И Тиунов, как мы видим, тоже считает, что чужими были ЧК, то есть сотрудники МВД Ивделилага. Как я и предполагала, честно, я так и думала, что 1 февраля это был выходной день. Когда еще чужим выйти поохотиться? Так и оказалось. 1 февраля 59-го это воскресенье. А это значит, что они или тут охотились и уже сворачивались, или же возвращались с охоты и стали на привал. Манси потом утверждали в показаниях, что для охоты этот район неинтересный, оленей там не водилось и белок тоже, но многие проговаривали, что куропаток, рябчиков и глухарей в тех местах было полно. Опять же Анямовы там за кем-то охотились на Ауспии, как мы знаем. И сразу снимем вопрос следов, потому что дятловеды, тех, кто подбирается к криминальной версии, сразу осекают. А следы? Ну, во-первых, практически все следы замело, кроме тех пресловутых столбиков. А внизу тем более сухой снег. Если по общепринятой версии дятловцы бежали вниз и строили там настил, то сколько следов они могли внизу натоптать, но не остался ни один из них. Так что со следами это тупая отмазка. А во-вторых, естественно, что местные ходили на широких мансийских лыжах. Все знали, следы узких лыж это исключительно туристы оставляли, больше некому. Чернышов на допросе сказал: если манси подходили там на своих лыжах, то следов бы не осталось. Их лыжи следы не оставляют. Конец цитаты. А чужие 100% были на широких лыжах. Андросов в пример привел фото, на котором стоят Пашин, Анямов и Чеглаков. Все трое стоят на мансийских лыжах. Я по памяти помню, что у всех троих были мансийские лыжи. Но Пашин Иван сам их делал, это 100%, а Чеглакову подарили, видимо, манси. Я до армии научился делать мансийские лыжи. Сначала купил у нашего охотника пару мансийских лыж за 5 рублей. Они были мехом не обшитые. И я их быстро сломал, и пришлось делать самому. Научился, и даже сейчас у меня на веранде стоят лыжи, натянутые кисом, которые сделал я сам. Кис научили манси натягивать. Раз посмотришь и научишься, если, конечно, желание есть. У манси самые лучшие и практичные лыжи. Короче или длиннее лыжи, это кто как сделает, нет единого стандарта. Человек тяжелее и лыжи, соответственно, длиннее. Самое главное в мансийских лыжах – это приступок высотой 7, 8, 9 сантиметров, куда ставится ступня. Нога находится высоко и не черпает снег. А наши лыжи – нога просто стоит на доске и весь снег собирает. Большое сопротивление. А там сопротивления нет, нога приподнята. Конец цитаты. Так что со следами и охотниками тоже разобрались. И теперь мы понимаем, что в тех краях разъединиться и послать часть группы в лес – это была 100-500-я, но теперь уже роковая ошибка Дятлова. Помните, как 20-летний Борис Гудков описывал свои настроения, когда его члены группы посменно дежурили по ночам, как они испытывали тревожные ощущения в этом краю лагерей, даже и без предупреждений начальства. Они делали все, чтобы не обнаружить свое присутствие и таким образом не спровоцировать возникновение какой-нибудь нежелательной ситуации. Он так и сказал, чтобы не спровоцировать возникновение какой-нибудь нежелательной ситуации. А те, кто смотрит наш сериал с самого начала, знают, что дятловцы провоцировали нежелательные ситуации с момента их высадки на вокзале в Серове. И настроение у них было: мы к вам приехали на час, а ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И вот Тибо, Золотарев, Дубинина и Колеватов спускаются вниз, и, может, даже Люда что-то напевает. Что у них с собой было? У Золотарева в правом кармане луковица и монеты в 3, 5 и 15 копеек.
Про луковицу одна исследовательница предположила, что ее жуют и вдыхают через рот при кашле. Очень старый способ. Также лечат насморк, выдыхая пары лука через нос. Очень щиплет, но эффективно. Во внутреннем нагрудном кармане Золотарева расческа и клубок ниток. В заднем кармане свернутая газета. В кармане брюк кусочки газеты и 5 монет. 2 по 15 копеек, 2 по 2 копейки и 10 копеек. Также при нем потом найдут записную книжку, карандаш и фотокамеру. Золотарев собирался пофоткать, как они пилят дрова и красивую природу, потому как официальный фотограф группы Кривонищенко остался устанавливать палатку. И иже с ним Слободин, который тоже иногда делал снимки. У Колеватова в левом кармане ковбойки кусочек оберточной бумаги, упаковка от пакета с лекарством. В правом кармане брюк коробка спичек. У Тибо в левом кармане меховой куртки 2 свернутые бумажки, расческа. В руках он несет пилу двуручную, в чехле, которую взял на прокат у мастера в инструментальной. Задача стояла спилить на дрова какое-то деревцо по суше. И, зайдя в лес, эти 4, как мы и сказали, напоролись на чужих. И Титов считает, что там чужие случайно одного из них подстрелили, потому что приняли за беглых зэков, ведь по внешнему виду те мало чем от зэков отличались. И подтверждение этой версии мы снова тыкнемся в воспоминания Владимирова. Приехали живые в Ивдель. Ивдель – самый северный город в нашей области. Город нам не понравился. Ну да это не главное. Главное, что здесь подходит железная дорога. Славу Сердитых и Толю Буракова послали в магазин. Но что-то их долго нет. Но вот они появляются в сопровождении милиционера. В магазине их разом арестовали. В рваных телогрейках, грязных подшлемниках, обросшие вульгарной щетиной, закопченные, они действительно походили на сбежавших заключенных. При них не оказалось никаких документов. Пришлось доказывать, что они из нашей команды. Конец цитаты. Ну и посмотрите на других советских туристов. Или вот это. Если не знать, кто здесь на фото, так вроде как на зоне снимали. Так что версия о том, что первого из дятловцев могли подстрелить, сама по себе не выглядит совсем уж фантастической. Это достаточно добротная рабочая версия. Однако тут сразу возникает несколько серьезных «но». Во-первых, ни пулю, ни гильзу так и не нашли. Да, можно предположить, что они впоследствии оказались в ручье и вода их смыла. Теоретически это возможно, но даже в таком случае следы выстрела скрыть гораздо сложнее, чем кажется. Выстрел – это не только пуля, это громкий звук, это вспышка, это брызги крови, это повреждение тканей, это капли крови на снегу, на одежде, на деревьях. А мы знаем, что те места осматривали, копали, разгребали снег, и будь там огнестрел, хоть что-то бы довыплыло, даже спустя месяц. Но первое убийство при любом сценарии – это случайность. Мы уже не раз говорили, намеренно убивать туристов не было никакого мотива. И именно поэтому любая версия, где все начинается с хладнокровного умышленного убийства, сразу выглядит никчемной. События, скорее всего, пошли не по плану, потому что плана не было. Итак, чужих было минимум 5. Подчеркиваю, минимум. Схема эта достаточно приземленная и очень советская. 2 начальничка, люди, которые принимают решения, 2 шестерки при них, подчиненные «подай, принеси, подмасти». Кто был фигурантами, мы точно не знаем и маловероятно, что когда-то узнаем. Это могли быть хозяин с Бусыгиным, Василец с Продановым и еще сотня других вариантов на начальствующем уровне. Начальники лагпунктов, лаготделений, лагточек, надзирателей. Принцип здесь не в фамилиях, а в иерархии. Без людей, которые имели хоть какую-то власть в Ивдельском районе, ничего подобного не могло произойти. И с ними Манси как проводник. Вы скажете, да ты ж горло драла в предыдущей части, что это не Манси. Да, и я это повторю снова. Одни только Манси своей группой не посмели бы напасть и убить 9 советских туристов. Мы этот вопрос уже разобрали и закрыли. Но Манси как проводник мог оказаться или невольным свидетелем, или невольным соучастником трагедии. И все здесь зависит от ранга тех же местных начальников. Если ранг был повыше, тогда с ними мог пойти сам Куриков.
Если же ранг начальничков был пониже, Куриков мог послать кого-нибудь другого вместо себя. И тогда тот Манси, скорее всего, был свидетелем, поставленным перед фактом. И в любом из этих вариантов Манси не является тем, кто принимал решение. Решения принимали те, кто привык решать, те, кто считал эту землю своей, те, для кого отдавать приказы – привычное дело и в порядке вещей. Те, кому подчинялись, те, кто жил в системе, где человеческая жизнь измерялась не ценностью, а целесообразностью. Те, кто эту землю считал своей, не духовно, не по-мансийски, не как часть мира предков, а как территорию контроля, влияния и безнаказанности. А советские туристы в этой системе координат – это шум на фоне пейзажа. В той системе координат белка на дереве имела большую ценность. На этом завершаем. Дальше будет еще труднее, потому что следующий шаг – разбираться, в какой момент все пошло не так, как надо.